Всем привет, с вами Федор, и вы на канале Tracker in Scandinavia. Я еду из Клайпеды в Вильнюс, уже в сторону дома. В Вильнюсе я сделаю вакцину Джонсон. Но обо всем давайте по порядку. Поехали. Значит, я успешно съехал с парома поздно вечером. Забрал свою личную машину, хозяин стоянки приехал за мной, было очень удобно. Я забрал машину, был дождь, лил, ночь, естественно, снимать и показывать там нечего было. И с утра я быстро поехал на базу, значит, сдал машину, все дела, и все, и свободен. Итак, и почему я остался, значит, до понедельника? И как я записывался собственно, на вакцинацию? В общем, я сразу как вошел в сеть, это была, то есть, суббота, я еще был, естественно, в море на корабле, мы подплывали уже к Литве, появилась связь и сразу давай звонить. Потому что это был единственный способ, как можно было зарегистрироваться. То есть сайт в Литве, но я там не смог авторизироваться даже через интернет-банк, я не знаю почему. Поэтому у меня был только единственный вариант, это когда уже появится литовская связь, звонить напрямую на как бы горячий номер 1808, этот номер. Я сразу позвонил. И мне, значит, в Клайпеде вообще было все занято до среды. И вот единственный город Вильнюс, ну, мне это удобно, он у меня по дороге просто домой, поэтому нормально. Но, значит, девушка, которая со мной разговаривала, она обыскала все города кругом, все по дороге города, то есть, чтобы чем ближе была дата. Но на воскресенье и суббота уже все уже прошла, естественно. На воскресенье ничего нигде уже не было, все было занято. И только был вот понедельник Вильнюс. Значит, почему Джонсон? Потому что его один раз нужно колоть, и я получу этот паспорт. И вообще, зачем я делаю вакцину? Только ради того, чтобы избавиться от лишнего геморроя, спокойно передвигаться как между странами, так и внутри страны. То есть, чтобы все понимали, в Литве сейчас без этого сраного паспорта вы в магазин не можете ходить. Да, реально, это не прикол, вы не можете ходить в магазин. Вы можете ходить в маленькие магазины, ну, на уровне там деревенского или местного какого-то такого магазинчика. На некоторые заправки вас также не пускают. Ну, в общем, короче, ограничения просто ужаснейшие. Ты чувствуешь себя как какой-то, неполноценный, непонятно вообще кто. Вот, и это мне рассказывал сам вот литовец, который меня, собственно, забирал за моей машиной. Ну, хозяин этой всей стоянки. Вот. Поэтому я даже не колеблясь уколюсь. Вот. Ну, потом о симптомах, потому что очень многие жалуются в первые потом сутки после укола на ухудшение самочувствия, на температуру, на кашель, на все такое. Посмотрим, что будет со мной, я расскажу все. Буду вот все дни, как первые там, сколько дней. Если будут проблемы, значит, буду о них говорить. Если у меня ничего не будет, значит, я так это вам все и скажу. Ну и, конечно, весь процесс, как это происходит, я вообще понятия не имею. Как это там, что там паспорт делается, как-то вроде что-то там на электронную почту что-то присылается. Или в приложении на телефоне. Кто говорит одно, кто говорит другое. Я ничего не читал, и главное, что я записался. И сейчас в 11:06... как это там называется, какая-то выставочная, возле выставочной какой-то галереи в Вильнюсе находится этот вакцинационный центр. Вот, и мы прямой наводкой едем туда. И все, после вакцины я еду в сторону Беларуси. Это будет уже отдельное видео, прохождение границы. Будем искать мигрантов по лесу, где они там живут у нас, где ходят. Ну, в общем, посмотрим, что творится у нас на белорусско-литовской границе. Как видите, я живой, укололся. И вот эта вся очередь на вакцинацию. Значит, загоняют как стадо баранов по кругу там этого, как он называется, я забыл, Литэкспо. И там внутри все разделено, вот как я показал, видео по вакцинам. То есть кто куда на что идет. Ни консультантов, ни вопросов. Всем вообще срать на все там.
укололи и вали нахер оттуда. Вот. Я сейчас пытаюсь разобраться, как в моем случае мне получить этот паспорт. Вот. Потому что я не могу авторизироваться до сих пор. Вот. Ну, все вроде как по системе, по документу, то есть я должен быть в базе. Вот. Поэтому сейчас буду звонить в банк, уточнять, почему я не могу подключиться. Ой, в общем, что мне сказали, что симптомы могут быть, могут не быть, температуру сбивать парацетамолом и пить много воды. Алкоголь не употреблять несколько дней и также не мочить место укола. Вот это все, что мне сказали. А дальше разбирайся сам. В общем, ситуация такая. Мне, чтобы получить паспорт, нужно зарегистрироваться в единой электронной системе Литвы. Чтобы мне там зарегистрироваться, мне нужно было, когда я получил вид на жительство, ехать в банк и, ну, чтобы, короче, меня там зарегистрировали уже как с видом на жительство, а не по визе. И, в общем, сейчас у меня нет доступа к этому банку. У меня нет доступа, чтобы зарегистрироваться в этой единой электронной системе. Для этого мне нужно поехать сейчас в банк. В банк можно без вакцины на 15 минут, то есть зайти, да? Это первое. Но банк должен быть с отдельным входом, то есть не в торговом центре, еще где-либо. То есть обычное отделение банка, то есть таких в Литве вообще мало. В основном они в торговых центрах. Ну, такое есть, здесь я в Вильнюсе нахожусь, такие есть отделения, но там нету талончиков регистрации. Мне сейчас нужно будет приехать и проситься, чтобы меня приняли без талончика. Итак, я возле банка, вот таких вот, в таком райончике, каком-то стеклянном. Сейчас пойдем проситься. В общем, все отлично. В банке меня без проблем приняли, зарегистрировали меня, и я смог войти уже в эту систему, то есть, и все, система там вот, ну, короче, вот через этот сайт, который получает этот COVID-паспорт, в общем, оно и пишет, что, скорее всего, неактивно, потому что у вас не прошел срок. То есть 2 недели от Джонсона должно пройти 2 недели, чтобы у вас стал активный этот паспорт. Значит, что еще? Я не помню, говорил, не говорил. Болит у меня плечо сейчас немного, но это ладно. Пить много воды сказали. И все. Да. Как-то так. Вот. В общем, посмотрим, что у меня будет. Будут какие-то у меня ухудшения здоровья в эти ближайшие дни или нету. Посмотрим. Итак, 48 часов прошло после прививки. Значит, что могу сказать? В первый же день после прививки, то есть в ночь спустя, это вышло, наверное, спустя 8 часов, у меня поднялась температура до 38,5. Ночью мы ее сбили парацетамолом. И все. Следующий день я еще днем выпил парацетамол. Была небольшая температура. И сейчас, на данный момент, спустя 48 часов, немножко, ну, такое мутное состояние, так сказать. Вот. Либо же у меня здесь адаптационный период происходит. Вот. И немножко побаливает плечо. В принципе, все нормально. Вот. Поэтому смотрите сами, решайте сами, делать вам, не делать. Вот. Я же не хотел быть ограниченным, и чтобы спокойно везде передвигаться, поэтому я прививку эту и сделал. Вот. Поэтому, надеюсь, информация была полезна. Если было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. Вот. А с вами был Федор, и я уже дома, и у меня отпуск. Поэтому до встречи в новом году. Всем пока.